Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала гердан или гердану. Вот она в таком виде. Это у меня образец. Обычно гердан плетут из бисера. Гердан – это оберег, украшение. Оно может быть как нагрудное, то есть спереди, так и на спинное, то есть сзади на спине. Значит, вот эта часть у меня цельная, то есть соединена. Можно сделать разъемную. Для этого есть специальные приспособления ювелирные, замочки, чтобы можно было расстегнуть. Ну, кто этим занимается, тот знает. И можно найти в интернете. Далее. Значит, украсила я вот таким украшением, чтобы отвисало лучше. Вязала из пряжи Alize Forever. Это 100% микрофибра, акрил. Так. В 50 граммах 300 метров. Производство Турция. И вот такой пряжей Ланагата New Glitter, то есть блестящая. Это пряжа производства Италия. В 25 граммах 300 метров. Этой пряжей вязала в одну нитку. И этой пряжей тоже в одну нитку. Есть пряжа еще цвета серебро. Кстати, эта пряжа чем-то похожа на нашу пряжу косичка. Но отличаются они. Во-первых, она и толще, и плетение немного другое, но что-то схожее есть. На эту гердану, без учета украшения и бусин, чисто только на нее, пряжи этой использовано 5 грамм, и этой пряжи 13 грамм. То есть всего 18 грамм вот эта часть. Почему я решила связать гердану? Меня попросили узор бисера переложить на вязание крючком, потому что человек бисером не плетет, и попросили переделать на вязание крючком. И вот я решила тунисским ее связать. Вязала тунисским крючком 2 миллиметра. В интернете нашла схему для бисера. Вот это начало. Я вам потом уменьшу формат, и вы можете сделать скриншот. Значит, проставлены ряды и проставлено количество петель каждого цвета. Так, это центр. Далее. Вот правая сторона. Здесь я отметила, что будет прибавление одной петли с правой стороны. С левой стороны то же самое. Я эту схему левую отразила
Вот, чтобы они были одинаковые. Но цифры поставьте сами, потому что если мне отражать, направление цифр изменится. Это уже вы самостоятельно сделаете. Здесь я указала убавлять в лицевых рядах 2 петли вместе. То есть первую петлю вы провязываете, а убавку делаете вторую и третью. То есть вместе провязываем. Здесь в конце одну петлю кромочную оставляем, а 2 петли провязываем вместе. Так будет более плавно ложиться. Дальше. Если вы вдруг захотите сделать гердану длинной, вы смотрите, когда вы свяжете вот до этого места, вы посмотрите, хватает ли вам размер длины. Если нет, вы можете повторить либо узор вот этот, либо вот эту часть продлить, то есть повторить еще раз. Вот. Затем смотрите, как она у вас ляжет. Если мало расходится, значит здесь в центре оставляете свободной не одну петлю, а 3. То есть еще добавляете по одной петле с 2 сторон. Но тогда вам нужно по одной петле увеличить с боков. Поскольку вся схема в камеру не входит, я ее раскладываю в таком положении. Вы сделаете скриншот и развернете картинку. Значит, это центр, это правая сторона с цифрами. Вот, делайте скриншот и забирайте. Это левая сторона. Теперь я вам покажу принцип, по которому я ее вязала. Вот это одна петля, первая, в первом ряду. Это будет кольцо амигуруми. Причем нам из кольца во втором ряду нужно провязать 3 петли. Делаю кольцо амигуруми, но на 1 виток побольше. То есть 3 витка. Захожу под все 3 нитки. Сверху набрасываю крючок. Затем захожу между 2 витками. Тоже сверху набрасываю крючок. И теперь опять полностью в кольцо и беру нитку снизу. И провязываю изнаночный ряд, как обычно. Теперь делаем прибавку. Заходим между первым и вторым столбиком под изнаночный ряд. Крючок набрасываем сверху. Теперь мы должны зайти вот в этот столбик, но переднюю полупетлю отодвигаем, и вот видна задняя полупетля. Вот так отодвигаем, заходим внутрь, то есть под изнаночный ряд. Крючок набрасываем. Вытянули. Теперь нам нужно сделать прибавку. Заходим после тунисского столбика под изнаночный ряд, но нитку уже снизу берем.
то есть прибавку сделали. И в последний столбик. Закрываем, как обычно. Так, вот здесь 2 петли провязали, немного оттяните, чтобы эта нитка, этот цвет не выглядывал наружу. Закрыли. И крючок по часовой стрелке перекручиваю, чтобы петли шли ровно. Следующий ряд. Давайте еще несколько рядов провяжем, чтобы вы поняли принцип. Значит, до центральной петли и центр крючок набрасываем сверху. После центральной петли крючок вводим снизу. Я вам объясню почему. Значит, делаем прибавку между столбиками. Набрасываем. Теперь вот в этот столбик. Вот так петлю отодвигаем. Вот видна задняя полупетля. Вот мы должны между ними зайти. Теперь в центральный тоже отодвигаем. И вот сюда между петлями тоже крючок сверху набрасываем. У вас должны получиться петли, как при вязании спицами. А после центрального столбика крючок заводим сразу и снизу берем нитку. Теперь делаем прибавку между двумя последними. Нитку берем снизу. И в крайний. И закрываем. И перекручиваем. 5-й ряд. Значит, между двумя столбиками заходим. Крючок набрасываем. Дальше 2 светлые идут. В этот столбик заходим, вот так отодвигаем и в петлю. Теперь в этот столбик тоже отодвигаем полупетлю. Вот видно 2-я полупетля. В центр. И провязываем. Теперь центральный столбик тоже отодвигаем внутрь, сверху набрасываем крючок, вытягиваем. А после центральной петли заходим прям вот в эту петлю и под изнаночный ряд и снизу берем в следующую петлю. Тоже заходим с этой стороны насквозь под изнаночный ряд и снизу. Между двумя столбиками прибавка
снизу берем. И в крайний снизу берем. Закрываем. И крючок перекручиваем. Так, давайте еще один ряд покажу. Так, прибавка. Между двумя столбиками. Крючок сверху. Дальше светлый цвет. Заходим в столбик, в петлю. Вот так отодвигаем. Вытягиваем. В следующий столбик заходим. Тоже петлю отодвигаем. Вот, видно, что петля образовалась, как при вязании спицами. Сверху крючок. Заходим в следующий столбик. Отодвигаем петлю. И заходим между двух полупетель. Центральная то же самое. В центр. Вот, смотрите. Видите? Петли получаются как при вязании спицами. А после центрального столбика уже берем, как обычно, вот так заходим и под изнаночный ряд. Так, в следующий заходим и под изнаночный ряд. Крючок снизу. В следующий тоже внутрь, крючок снизу. И теперь делаем прибавку. Вот между последними двумя столбиками. Тоже крючок снизу. Перекручиваем. Так, давайте еще один ряд и все. И я вас больше мучить не буду. Значит, прибавку вяжем между двух столбиков. Крючок набрасываем. Далее в следующий столбик заходим. Отодвигаем в петлю. Следующий столбик тоже отодвигаем. В следующий заходим. Петлю отодвигаем. Сверху набрасываем. Так, и 3 петли светлых. Сверху набрасываем. Отодвинули петлю. Один. Отодвинули.
2. Это центральная, значит, после центральной вяжем как обычно. Вот так заходим и под изнаночный ряд и берем снизу. В следующий столбик заходим под изнаночный ряд. Вытянули. Сюда заходим. И под изнаночный ряд. В следующий. Тоже снизу берем петлю. Далее делаем прибавку между двух столбиков. Крючок тоже снизу. И вот сюда. И закрываем. Для чего я вам это показываю? Вы можете потренироваться, проверить меня и себя. Если на всем протяжении брать нитку рабочую снизу, то эта сторона у вас будет намного отличаться от этой стороны. Именно сам рисунок. Сейчас еще он менее-более ложится. Вот видите, ровно что с этой стороны, что с этой. Если вы на всем протяжении будете сверху забрасывать крючок, будет та же самая ситуация, но с правой стороны будет меняться узор. Поэтому до центра и центральную петлю нужно провязывать так, чтобы крючок шел сверху. А после центральной петли в левую сторону крючок нужно забрасывать снизу. Связала я еще один образец. В этом образце я нитки на всем протяжении брала снизу. И смотрите, что получается. Правая сторона петли прыгают, а левая лежит ровно. А когда вязала этот образец, но эти нитки толстые все-таки, здесь я до центра и центр крючком захватывала нить сверху, а с левой стороны нить захватывала снизу. Кстати, шлейки я вязала точно так же. До середины и середину с правой стороны нить захватывала сверху, а с левой стороны нить захватывала снизу. Здесь точно так же. Правая сторона и центр захватывала сверху, левая сторона нить захватывала снизу. Что еще хотелось бы вам подсказать? Чтобы не ошибиться, я центральные петли для себя отмечала вот таким образом. Ну, карандашом не видно, ну, может быть, кто-то и карандашом, но я отмечала на другой схеме фломастером. Все, я знала, что здесь центр. Эту петлю мне нужно провязывать, захватывая нить крючком сверху. Сейчас я вам покажу, как я
делала вот такое украшение, которое пойдет на спину, чтоб гердана не сваливалась, если ее вешать на плечи, а не пришивать. Так, вот у меня проволока номер 3. Толщина 0,25 миллиметров. Значит, проволоку берите тонкую, чтобы она 2 раза проходила вот в такую бусину, то есть туда, и затем обратно. Сейчас увидите. И вот еще бусина у меня. Проволоку отмеряю каждый раз длиннее последнего ряда. Это своего рода росток. Здесь запас оставьте. И здесь тоже. Одну петлю пропускаю. Вторую пропускаю. Захожу в третью. Так. И в предыдущую возвращаю. Теперь перекручиваю. Вот так складываю. Уж я не знаю, как называются эти бусины. Вот. У меня, значит, идет сначала круглая, потом 2 длинных. Опять круглая, 2 длинных. Теперь у меня пойдет круглая бусина. И я ее надеваю на проволоку, на саму и на хвостик. То есть хвост прячу внутрь. Затем такая бусина. И тоже хвост продеваю в нее. То есть вот так я прячу хвост от проволоки. Вот, и далее доходим до другой стороны и делаем те же самые манипуляции, как и с этой стороны. То есть хвост вставляем обратно. Ну, вот так у меня получилось. Значит, есть другие бусины. Вот такие. Они продаются метражом. Можно их сюда. Это у меня желтый цвет. Вот белый. Можно подобрать любой. И у меня стальной цвет. Обычно вот эту часть делают такого размера, чтобы в отверстие прошла голова. Есть ювелирные всякие застежки, у меня карабинчики. Можно сделать 2 части и
на застежки посадить, чтобы можно было легко расстегивать и застегивать. Ну, поскольку у меня образец, я сделала это украшение сплошным. Ну вот, вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.